Снова всем привет, продолжаем играть в Morrowind, находимся мы на Soul схеме и выполняем квест с восстановлением силы скалов. А именно держим путь к камню солнца. Я под невидимостью, поэтому никто на меня не агрится особо. Вот он камень, вон туда нам нужно будет идти, там пещера, но сейчас она закрыта и откроется, когда мы поговорим с камнем. Камень нам говорит, что нужно зайти в залы полумрака и освободить этот свет. Свет солнца, видимо. Сделать это относительно просто, с учетом невидимости нашей. Биться там я ни с кем не буду. Там, по идее, драугры и эти... Как их? Грахлы. Дневник дополнен. Вот они, собственно, драугры. Где-то здесь в лабиринте есть такое место, где заточен вот этот свет за ледяной глыбой. Я, если честно, не помню, куда идти, поэтому мы с вами будем, наверное, блуждать сейчас. Вот, собственно, блуждать мы не будем. Но здесь просто так не пройти, нужно вот этого грахла завалить. Валить мы его будем вот таким способом. Неудачный меч у Святоши, видите, холодом бьет. А у него, скорее всего, иммунитет к холоду. Либо какая-нибудь устойчивость. Но это было бы логично. Он сам весь такой, видите, как будто ледяной. Хотя, конечно, нет, это не лед, но похоже на сосульки. Драугр не агрится, это внушает мне оптимизм. Долго ребята его бьют. Святоша отъехал. Обновим заключение. Осталось чуть-чуть ему. Ну, слабоват даже Святоша, друзья. Даже Святоша слабоват. На сюжетных вот этих вот местах... Ой-ой-ой, вот это плохо. Вот это плохо. Он меня видит. Там, где оборотни, короче говоря, в лабиринте. Хотелось бы мне его захватить все же. Он тоже лечится, что ли? Что ж такое? Они его бьют, а здоровье не убавляется. Хотел я мысль высказать, что в лабиринте, где оборотни, Святоша нам не поможет. Его придется пробегать тоже под невидимостью, скорее всего. Ну давайте уже, ну что такое? Наверное, зря я отказался от наемника, друзья. Все-таки он мощнее, чем эти друзья. Захватили мы душонку. Берем глаз. И с помощью глаза освобождаем свет. Ледяная стена разрушается, свет освобождается. Но эти самые драугры не погибли. Да и хрен бы с ними. Нам надо только подождать, пока уйдет алчущий. Что там, кстати, по душонке? Святоша, понятно. Всего лишь 300 у Грахла. Ну давайте сразу же используем его. Просто не хочу агрить драугра на алчущего. Здесь у нас ничего нет. По сундукам шариться я тут не буду. Смысла в этом никакого нет. Бежим обратно к камню. Я надеюсь, что я вспомню обратную дорогу. Так, вот здесь, по-моему, тупик. Да, тупик с сундучком, кстати. А поскольку драугров тут нет, сундучок можно и пощупать. Так, это нам не надо. 1000. Ну, тоже
Восстановление здоровья 10 пунктов на 5. Нет, не буду брать. Нам нужно с вами, друзья, сейчас отвлечься от задания. Все-таки сходить к Нелькарии. В прошлой серии я забыл про нее совсем. А зелий у меня мало. Практически нету, в том числе самопальных. Как-то я не упарывался на эти зелья восстановления маны. Так, тут нычка. Тут нычка такая довольно-таки большая. Давайте-ка мы, может, спрячемся как-нибудь. Нет, не спрячемся, да? На скалу не залезем. А, вот залезем, смотрите. Но до сундука не достанем. До одного. Давайте возьмем то, до чего достанем. Телекинез. Он, конечно, сагрится, но потом, может быть, в невидимости он меня потеряет. Пусто. Вот же гадство. И всего лишь монетки. И то не везде. Соленый рис, отлично. Оно того стоило. Все, он меня потерял. Валим. Так, теперь надо вспоминать, откуда я пришел. Да, вот вроде бы выход. Обратно в день. Не знаю, насколько интересно вот смотреть на такой геймплей, когда я бегаю в невидимости. Относительно того, как наш наемник отбивается от постоянно выскакивающих вот этих наездников и прочей всякой шушеры. Потому что прохождение квестов, я думаю, ни для кого не секрет, ничего там такого особенного нет, интересного. Самое интересное, конечно, это битва с боссом. Ну, я даже пока слабо себе представляю ее. Один святоша не вывезет. Нужно несколько святош призывать. О чем мне с тобой говорить? Мне надо в Балмору зельями затариться. Причем прямо массово затариться. Контракт истек. Ну, давайте продлим, пусть он все-таки будет за нами. А мы отправляемся к Нелькарии. Подарка нет. Подарка нет. Кольцо. Ну, кольцо мы уже дарили. Да и зачароваться было бы неплохо, кстати. Ну, давайте что-нибудь возьмем в подарок Нелькарии, раз уж мы взяли это за традицию. А ты что, за мной, что ли, решил ходить? Ну, стой тогда здесь. Или взять его с собой. Добрый день, Фред. Черт его знает. Черт его знает. Че ей подарить? Бутылку. Давайте подарим ей книжку. У меня вот здесь есть парные. За одно место освободим. Как говорится, книга лучший подарок. Че бы нет. Балмора. Чем могу помочь? Ну, здесь все стандартно. Мы закупим сейчас, наверное, штук 40 зелий, чтобы как-то на какое-то время забыть об этом. Конечно же, через торговлю, но сначала подарок. Куда тебе положить? Мне совсем не составит труда поговорить с тобой. Вот давай вот сюда вот я тебя положу. Смотри, какая книжка интересная. Месяц дождя. И к нашим делам. 10. Ну, давай за 500. Мы же друзья. Нет, да, не настолько друзья. Давно, говорит, не заходил, уже соскучилась. Приходишь, только зелье закупаешь, ни тебе ласкового слова. Я уже не говорю про ласки более как бы интимные.
Но за 500, видите, соглашается. Торговля растет. 30. Ну давайте еще десяточку. И поцеловав на прощание Налькарио в желтую щечку, сваливаем. А сваливаем мы, собственно говоря, обратно. Обратно на Солсхейм. Сохраняемся. Что у нас дальше по плану? По плану у нас камень земли. До него, в принципе... Так, что-то я... Подождите. То есть это где-то на северо-западе. Да, вот здесь вот где-то. Но, друзья, зря я свалил, конечно. Надо было зачароваться хотя бы там на левитацию я хотел. Ладно. Дичь продолжается. Так, наверное, я и назову этот эпизод. Белый медведь. Белый медведь — это хорошо. Белого медведя я хочу. Хочу его шкуру. Поэтому давайте святошу. Ну и душонку до кучи. А почему зелья не работают? В смысле, я что-то... Подождите-ка. У меня кончились же, да. Кончились бутылки и слетела настройка горячих клавиш. Душонку мы захватили, это хорошо. И 2 сразу шкуры. Но. Давайте эту душу сразу пустим на перезарядку. Обычный, смотрите, снежный медведь 112, а тот чумной 300. Да. Так мы далеко не уедем. Теперь придется ждать, пока исчезнут наши вот эти ребята. Потому что там вот обычный медведь, и возиться с ним долго. Но мы можем сделать проще. Вот так вот поступить. Ребята ушли. Но появился Сприган на месте медведя, видимо. Сохранимся. Продолжаем забег. Вот, по-моему, камень. Как раз недалеко. И тут рядом Сприган. Как бы она не сагрилась тут. Так, иди на северо-восток к пещере скрытой музыки и выучи песнь земли. На северо-восток к пещере скрытой музыки. Ну пойдем посмотрим, где эта пещера. Я так вот тоже наизусть не помню. По идее, она должна выглядеть как вот такой вот курган. Вот это не оно? Нет, это не оно. Северо-восток. Опять, смотрите, гоп-компания, но ввязываться с ними в драку мы не будем. Так, вон я вижу какое-то место подозрительно похожее. Да, пещера скрытой музыки. Сразу же мы прячемся. Так, тут у нас сундучок, кстати, 80 уровня. Давайте взломаем. У меня же есть... У меня есть штанишки, чудо-штанишки. Ну, такое. Это у нас перышко. На 10 секунд мало. Отнять здоровье, удар огня. Кстати, вот это может пригодиться. Давайте возьмем. Хамелеон неплохо. Удар холода, удаленную цель нам здесь не понадобится. Поглощение заклинаний, призвать Кирассу. На 10 секунд нет. Нет, это мы забираем. Восстановление здоровья стандартное нам не надо. И дешевое тем более. Ну, так, относительно полезные вещи. А мы двигаемся дальше. Здесь опять тупичок и сундучок. Давайте заныкаемся вот здесь за скалой. 50 он уровня.
Применим здесь наше заклинание. Ну, довольно бесполезное здесь содержимое. Тело шмонать не будем, здесь наверху ничего нет. Давайте смотреть. Здесь тоже тупик. Опять какой-то лабиринт гребаный. Мне кажется, разработчики, когда создавали вот эти локации, они ставили цель, ну, кстати, затянуть геймплей. Все же, потому что пробиваться сквозь орды вот этих драугров, ну, это не более чем затрата времени. Так. Противоядие. Нет, это мы брать не будем. Добро, это нам не надо. И награда, видите, за вот эти все блуждания, она такая себе. Блин, стоит на дороге. То есть мы вот бьемся с драуграми, пробиваемся тут с боем. Так, куда я ходил? Вот туда я еще не ходил. А в итоге видим в конце сундучок с замком 50 уровня и сраным зельем каким-нибудь стандартным. Отлично. Так. Что-то ты здесь один бродишь. Охраняешь сундук? Нет, вскрывать я его не буду. Я чувствую, что нам вот сюда. Зал пения. На всякий случай строимся. Если тут враги неизвестно. Ну и, собственно, само пение мы можем непосредственно слышать. Ну вот что это, как это называется? Лист Хакалюлоу. Сраная метательная звезда и 2 молотка. Контент для персонажа 20+, судя по описанию. И официальному как бы... Ну, официальному описанию и рекомендациям. Приходит такой персонаж 20+, вот тебе на метательная звезда. 65 уровня замок и стальной длинный лук. Ну и напрашивается сам собой вывод о том, что вот нужно пробежать в невидимости это все добро. Просто проигнорировать. При том, что даже драугров сюда не завезли. Вот еще один. Ну я принципиально его вскрою, друзья. Принципиально, в надежде, что нам попадется что-нибудь интересное. Стандартное восстановление здоровья. 2 молотка, железный болт. Отлично. Болт, который положили разработчики на проработку этой локации. Да, я знаю, что есть места более интересные. Так, по-моему, я возвращаюсь. Более проработанные, в том числе квесты. Но вот это тоже вот место квестовое, собственно говоря. Но проработка его халтурная. Вот она, наконец. Так, что у нас здесь? А здесь у нас не шо. Так, ну и давайте смотреть. Я на память не помню. Нет. Что нам там написали?
Я обнаружил, что если один из пустых сталагмитов ударить, ну это понятно. Нет. Но я вроде повторил. А, вот так. Ну, что-то со слухом у меня. Или нет? А, все, заиграло. Что-то само по себе заиграло, дневник дополнился. После повторения мелодии все получилось, я должен вернуться. Обратно невидимость. Мало ли что тут заспавнится. Какая нечисть. Так, еще надо найти дорогу. Вспомнить точнее. Потому что мы здесь все пробежали вот так вот на скаку. И в памяти это все не отложилось. Даже вот обычные пещеры в Моровинде, которые наполнены простыми бандитами. Не, дружочек, потеряй меня. Они как-то все-таки откладываются, по крайней мере, на момент их прохождения. То есть ты помнишь, откуда и куда ты пришел, потому что там что-то происходило, ты был вовлечен. Здесь ты просто пробежал. Ну, конечно, наверное, найдутся такие любители побиться с драуграми, вот с этими. Какое в этом удовольствие, я не знаю, честно говоря. Ну вот, пробежал, и ничего у тебя в памяти не отложилось, собственно говоря. Возвращаемся мы к камню земли. Где-то здесь он был. Вон он. И остается у нас один камень, а именно камень воды. Камень воды у нас вон он, его видно отсюда, вон он торчит, поэтому бежим прямо к нему. Хотелось бы, конечно, разнообразить это всю беготню каким-нибудь вот подземельем. Жилище Гейлира Бормочущего. Давайте зайдем, тут должно быть задание. Что он нам скажет? Они захватили мою Отфрит. Мою дорогую, милую Отфрит. Да, это квест с Отфрит этой. Он просит ее найти. Так, Драугры. Курган. К юго-востоку отсюда. Курган Колбьорн. К юго-востоку. Давайте, может быть, сразу сделаем это задание. Биться, конечно, придется там тоже. Вот, не вот это вот, я что-то забыл, как он называется. Давайте я гляну. Нет. К юго-востоку. Так, ну тут у нас уже Воронья скала. А курган к юго-востоку. Честно говоря, не помню, насколько далеко нужно бежать к этому кургану. Но пробежимся. Благо под невидимостью это быстро. Так, это у нас кто? Бормочущий лунатик. Вот, по-моему, как раз этот оборотень. Надо запомнить, что он как раз где-то на пути из форта
в Воронью скалу. Он, по идее, отсюда никуда не денется. По-моему, мы отклонились от нашего маршрута. Нам нужно немножко вот туда. И как-нибудь ночью, если мы будем здесь пробегать, все-таки навестить его. Здесь кургана никакого я не вижу. Так, вон что-то. Ага, вот он. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Обычный драугр. Тут еще должен быть какой-то драугр вроде. Но походу он вот... А, вот он. Но можно без палева. В принципе, наша задача забрать вот этот черепок. Мы даже можем сделать вот так. Раз, дневник дополнен. Невидимость восстановлена, и мы валим. Изи. Изи квест. Отличная проработка. Лайк разработчикам. Ну, я шучу, конечно. Квест при первом прохождении вызывает некую эмоцию, улыбку. Потому что я ждал, что будет действительно какая-то девушка, которую нужно спасать. А тут череп. Но сам геймплей этот квестовый, он, конечно, никакой. 2 драугра очередных, уже, наверное, набивших оскомину любому игроку. И теперь нужно вспомнить, где эта пещера, в которой мы, собственно, задание это брали. Давайте смотреть карту. Курган. Вот она. Так, а вот это вот кто? А, это просто берсерк. Это просто берсерк. Просто берсерк нам не интересен. Возвращаем черепушку. Ну, тут он нам пытается открыть будущее про рогатого охотника. Абсолютно неинтересно. Мы это все и так знаем. Воровать у него нечего. Поэтому выходим. И идем мы к камню. Камню воды. Здесь нам придется заныривать. В принципе, водное дыхание у меня есть. Проблем быть не должно. О, белый волк. Друзья, белый, снежный волк точнее. Снежный волк и, блин, там еще гребаный наездник. Ну ладно. Блин. Ну и душонку его захватим. Отлично. Еще 2 шкуры. И бежим к камню. На наездника отвлекаться не будем. Иди на запад к небольшому острову побережья и следуй за пловцом, чтобы найти живую воду. Так. Надо восстановить ману. Вон он остров, по идее, да? Сохранимся. Под невидимостью. Но вот эти ребята, конечно, создают палево. Поэтому пропустим времени немножко. Так, и здесь я использую хождение по воде. По-моему, у меня был какой-то то ли пояс, то ли что-то я зачаровывал на хождение по воде. Так, но это не то.
То ли кольцо какое-то. Если я его, конечно, не выложил, потому что я кучу всего повыкладывал. А, водное дыхание у меня здесь. Ну, видимо, да. Хождение по воде я, значит, выложил. Значит, будем ходить по старинке. Вот он, этот хоркер. А, в смысле, подожди. Как-то он странно так раздуплился. Такое ощущение, что он дохлый лежал. Но он предлагает нам заныривать. А давайте мы дойдем с ним по воде, насколько это возможно, а потом уже будем нырять. Врагов здесь под водой нет, просто хочу вот так сделать. Он плывет не очень далеко. Там под водой будет такая пещерка. Ну как не очень далеко? Изрядно. Изрядно так идет. Я просто подгадываю так, чтобы у меня закончилось действие хождения по воде. Потому что занырнуть под этим заклинанием мы, конечно же, не сможем. Не забываем сохраняться на всякий случай. Ну. Можно, пока он плывет, перезарядить, наверное, немножко наш амулет. Но далеко, все-таки я зря так на него подумал, далеко он плывет. Но он, по идее, должен был плыть туда, вот, как бы, от берега, а он плывет как-то вдоль берега. Все, закончилось. Вон она, эта пещера, ее видно, конечно, тут. Но нам придется следовать за этим хоркером. Хотя можно было сказать, что вот как-нибудь вот так вот пробегись от берега, и все. И будет. И увидишь пещеру. А он еще плывет медленно так. Там вот собратья его. Обычные белые. Ну давайте примерим уже водное дыхание. Я думаю, что ждать его смысла никакого нет. И будем заныривать. У нас, по идее, должен обновиться дневник. Посмотрим, может, меня так пустят. Сохранимся. Немножко такая дезориентация за счет вот этих вот изгибов. Но у нас и видимость прекрасная, и водное дыхание есть. А тут скелетик. Скелет-берсеркер. Мы его благополучно должны завалить. Охраняет он живую воду. Давайте попробуем провернуть такой же фокус, как с черепушкой. Водное дыхание, быстрое плавание. Дневник дополнен. Читаем. После долгого опасного плавания я нашел живую воду. Я должен вернуться с ней к камню воды. Отлично. Просто эпик. Так, только водное дыхание не забываем на себя кастовать. Хоркер исчез. Ничто нам не помешает теперь пробежаться по берегу. Или даже по воде. Что нам по берегу-то бегать? По воде безопаснее и проще. Она ровная. Хождение по воде используем. Невидимость
Обновляем и скачем прямиком к камню. Можно было сказать просто иди от камня там на северо-запад, под водой видишь пещеру. Придумали этого Хоркера. Тут вообще должны быть какие-то побочные пещерки. Но я пока вот ничего не вижу такого особенного. Тут у нас, конечно, вот эта вот пещера, которая глаз волка, недалеко. Но мы корабль еще не нашли. Тоже, кстати, надо уделить этому время. Все, камень воды мы нашли. В целом это задание выполнено. Осталось вернуться в деревню скалов и доложить. Но этим мы будем заниматься в следующем эпизоде. А на сегодня на этом все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.